Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваши дорогие весы, гороскоп на январь 2024 нового високосного года. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте обязательно колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых роликах, потому что их сейчас в новогодние праздники будет очень много. Ну что, как говорится, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Ну что, дорогие, я не скажу, что этот месяц для вас будет какой-то вот прям такой расслабленный и спокойный. Вообще, в принципе, если вот взяться и смотреть всех, да, то месяц для всех знаков зодиака будет в определенный момент сложноватым. Что у нас в январе на небе? Первую неделю января у нас как раз-таки разворачивается Меркурий в свое директное положение, разворачивается Юпитер в свое директное положение, и в конце месяца с 24 числа у нас разворачивается Уран. То есть он из ретроградного движения становится директным, да, и у нас, внимание, все планеты на небе будут в директном положении. Это прекрасное время что-либо делать, но с февраля 2024 года. А январь у нас месяц такой получается, когда мы должны находиться в определенных рамках, да. Что касается работы, то первая неделя января она совершенно непригодна для работы, потому что будет, в принципе, сложно ею заниматься, будет сложно договориться, настроиться на работу, да, потому что ваш управитель Венера находится в таком квадратуре с Сатурном, и здесь будет тяжело идти прям работа. Не скажу, что невыносимо сложно, но будет тяжело делаться дела. Вообще, в принципе, еще и квадратура с Нептуном, и здесь, конечно же, квадратура Марса с Нептуном, здесь от слова договориться, да, вообще мало что зависит. Плюс еще такое глобальное планетарное событие, как праздники, люди просто не способны работать, да, то есть большинство стран находятся в таком релаксном состоянии, и на самом-то деле противостоять квадратуре Нептуна будет очень сложно. Плюс сложно будет идти договоренность, сложно будет понять, объясниться с людьми, потому что просто все будут на разных волнах, потому что чего греха таить, да? 23-й год нормально так всех пошатнул, я бы так сказала, забрал сил, потому что 23-й год это год, когда вот прям много делали и получалось мало, поэтому, ну, вот такая вот история. И если же опять сделать отсылку к тому, что было до 23-го года, то 22-й год тоже не был простым, и 21-й не был простым, а 20-й, кстати, тоже високосный был вообще отнюдь не простым ни разу, поэтому, дорогие, и мы входим опять в високосный, и это такой момент, когда мы входим в него с ретроградным Меркурием, с ретроградным Юпитером, да, две интеллектуальные планеты, которые помогают нам договориться, они в таком ретроградном статичном движении, да, поэтому здесь понимаете, что первый месяц будет явно в таком состоянии, что захочется отойти, как минимум первая неделя. Вторая и третья неделя будет, в принципе, сносно для работы. Что касаемо второй недели, нормально можно будет поработать. Третья неделя с 15-го тоже хорошо, прекрасные моменты будут складываться в работе, как я люблю говорить, все в земных знаках, да, все в зеленых аспектах, все прекрасно. С 20 же числа сложно будет на самом деле договориться, будут иллюзии в деньгах, захочется получить прибыль, которую не получили в декабре, и сложно будет на самом деле ее получить. Здесь, пожалуйста, не впадайте в иллюзии, не
ожидайте большего, на что вы рассчитывали на самом-то деле, просчитывайте четко для того, чтобы не просчитаться, да, то есть не в какие-то сомнительные проекты не вкладывайте, потому что у нас с 24 января у нас начинает разворачиваться Уран, и в разворот Урана вообще сложно, это абсолютная неопределенность, потому что, еще раз говорю, Уран — это планета, которая отвечает у нас за информационные технологии, большие общественные фонды, за все неоднозначное, неординарное, странное, креативное, необычное. Это такой очень быстрый, мощный хайп, это вот глобальный интернет-проект и сеть, и здесь, конечно же, все, что связано с работой, вот в прямом смысле, если у вас связано с уранистической деятельностью, да, оно все подвиснет. В прямом смысле, поэтому здесь в необычные, в какие-то в новые проекты, в дела не вкладывайтесь, не поймите, придет 1 февраля, Уран развернется и будет нормально. 2, 3 февраля, да, поэтому здесь не надо бежать еще уходящий лунный цикл, подождите, все будет, но не сразу, но необходимо, конечно же, запастись терпением. Сложный для работы будет для вас, дорогие весы, месяц, но необходимо это просто принять и понять, что как договориться, есть более удачные месяца в 2024 году для вас, но это явно не январь, поэтому на январь спланируйте все то, что вы хотели, все то, что вы хотите сделать, но просто потому, что большая часть людей на планете будет не способна к договоренностям, не способна внедрить это сразу, особенно если вы хотите что-то внедрять. Как планировать месяц? Прекрасно. То есть решать все такие вот мелкие дела тоже хорошо. Как начинать что-то мощное и новое, я бы не советовала. Поэтому, мои дорогие, понимайте, точно так же понимаете, что этот гороскоп — это общий гороскоп для всех весов, то есть для 700-800 миллионов весов, которые живут на планете, да, и вы понимаете, что он для всех не может быть универсальным. Ребята, если у вас большие глобальные планы на эту жизнь, то вот здесь оставляйте свою дату, время и место рождения и вопрос, который вас интересует, и я на него отвечу. Только, пожалуйста, оставляйте время, это очень важно. Если же вы не хотите, чтобы ваш вопрос видели все остальные, в шапке профиля ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разбираться лично для того, чтобы понять, стоит ли вам внедрять или нет, потому что для кого-то в момент ретроградного Меркурия это прям вообще не стоит даже за руль садиться, а для кого-то это прекрасное время для переезда. Поэтому, мои дорогие, сами понимаете, мы все разные. И январь у весов у всех будет разный, смотря какого полета вы птицы, потому что есть весы, которые живут обычной такой простой жизнью, для них сходить в театр — это прям вау событие. Есть другие весы, которые входят в элиту, в тусовку, и для которых театр — это ну как почистить с утра зубы. Поэтому, ребята, вы сразу понимаете, что есть разные прослойки, есть разные этажи, даже мировоззрение у нас у всех разное, поэтому Весы, Козерог, Стрелец, все мы птицы разного полета, и только вы понимаете, какие у вас планы на эту глобальную жизнь. Поэтому, ребята, думайте адекватно и рационально. И уж точно в первую неделю и вторую неделю января я бы вот в работе особо грандиозно не начинала. Подождала бы, пока устаканится буря вот этих эмоций, но в третью неделю уже можно классно все планировать для того, чтобы, ну, как говорится, с начала нового лунного цикла подготовить почву для удачного старта. Что касается личной жизни, то, естественно, вот такая неопределенность в работе будет накладывать фон и на дом, на семью, на взаимоотношения с домочадцами. И, ребят, ну что уж, как говорится, греха-то таить, да? Сложно будут продвигаться любовные отношения, будет какая-то сухость, будет ощущение, что вы разговариваете с сухарем, я бы так это сказала, да? Сложно будет с обнимашками, потому что, ну вот, как началось это в конце декабря, естественно, слов из песни не выкинешь, да, поэтому все, что сказано было в декабре, оно переносится
на январь, поэтому я бы так сказала, первую неделю января как раз-таки будут такие разборы полетов, ну, без истерики, я бы так сказала, просто с таким давящим взглядом и тому подобное, манипуляции. Конечно, ребят, если вы хотите все это ускорить и сразу пройти все эти стадии, да, как говорится у нас, для того, чтобы закончить все эти мероприятия, недоговоренности, конечно же, сядьте и поговорите, и нормально все будет, да, потому что вы, весы, вообще не можете, когда вот оно вот непонятно, да, поэтому здесь придите, спросите, получите ответ и начинайте улаживать вот эту вот чашу весов, которая у вас есть, да, в семейной жизни, для того, чтобы всем было поровну, чтобы вот весы вот они были в балансе, да, поэтому здесь, конечно же, настраивать этот баланс придется все праздники, поэтому не ругайтесь, не пылите, а пылить захочется, потому что Марс находится в соединении с ретроградным Меркурием, и захочется прям поругаться, захочется прям еще и залениться и сказать, что все виноваты, что все испортили мне жизнь, но, ребята, тактика так себе. Поэтому, дорогие любимые весы, понимайте всю ответственность того, что вы делаете, потому что это вопросики кармические, которые вы давным-давно откладывали. Интуиция вам будет подсказывать, что нужно договориться, что нужно замириться, но захочется, конечно, включить свою гордыню, эго и сказать: да, я вообще всегда права, я всегда прав. Но тактика так себе, всегда прав, сколько угодно, но вопрос, счастливы, вы понимаете, да, что вы несчастливы, даже если вы правы, но вы несчастливы, для вас это не вариант, да, поэтому будьте счастливы, дорогие весы, потому что, ну, вся вот эта вот общественная мишура счастья особо вам не приносит. Конечно, в принципе, приносит, но если мы говорим о личной жизни, о той, которую вы хотите, то вы как раз-таки черпаете энергию для работы, для общественной деятельности, для той самой публичности, куда вы идете, да, вы черпаете ее как раз-таки из вот этих душевных отношений, которые находятся у вас дома, в семье, с любимками. Поэтому, дорогие, ну давайте будем честными, признаем все свои ошибки и скажем: так, все, не хочу быть правыми, хочу быть счастливыми. И вот это на самом деле начало того самого разговора, и у вас все получится, если вы будете разговаривать в таком ключе. Я думаю, на самом деле, что у вас все получится, потому что к 15 январю у вас уже все прекрасное прохождение Венеры через кармические узлы, здесь трины и секстили, и значит, все вы прекрасно состыкуете, разберетесь, да, по крайней мере, большая часть весов и те, кто заинтересован. Конечно же, можно идти вопреки, и уже с 20 числа появится как раз-таки та самая напряженная квадратура с Нептуном у Венеры, и захочется как раз-таки обвинить во лжи, захочется уйти там в какие-то свои, придумать себе, что все хорошо. Ребят, не надо. Говорите с партнерами, говорите с любимыми, понимаете, что та жизнь, которую вы хотите, она вполне доступна, если только вы будете расти. А растете вы только в паре. Растете, когда вы разговариваете с партнером, когда вы договариваетесь, совместно строите свою жизнь, свой быт, когда вы оба растете, когда у каждого есть своя жизнь, работа, но при этом вы еще растете в паре. Вот это идеальный баланс для весов. И, естественно, и то, и это, и компот, над всем нужно трудиться. Да? Поэтому, ребят, дорогие мои любимые весы, я вот реально верю, что у вас все получится, несмотря на ретроградный Уран, да, который разворачивается. Тем не менее, у Венеры нет никаких напряженных аспектов с ретроградным Ураном, поэтому я основываюсь на том, что у вас все-таки не возникнет мысли там разойтись, разорвать отношения, и это на самом деле прекрасно. Все те, кто пройдут все испытания любовной сферы и работы прежде всего вот этого сложного января, конечно же, в последней неделе января на развороте как раз-таки Урана получите все те плюшки, которые вы хотите, те самые блага, прибыли, получите как раз-таки те самые
сдвиги в публичности, в работе, в карьере, в продвижении, которые вы хотели. Поэтому да, но при этом нужно вот два, как говорится, две чаши весов, и работа, и личная жизнь, да, то есть их необходимо держать в таком балансе и понимать, что вы это делаете не вопреки кому-то, не для того, чтобы что-то доказать, а именно потому, что вы хотите быть реально счастливым человеком, что для вас это реально важно, то есть вы понимаете всю суть, куда вы идете, зачем вы идете, и тогда у вас все получится. Вот такой, я не скажу, что сложный будет январь для вас, дорогие весы, он не будет однозначно простым, я бы так сказала, он будет месяцем таких решений бытовых, то есть только к концу месяца получится выйти на тот уровень даже мышления, даже видения, даже своей реализации, да, то есть захочется приподняться из вот этой такой рутины и бытовых проблем только к концу месяца, да, то есть естественно на фоне осознания того, что вы реально хотите, куда вы идете, об этом, кстати, необходимо задуматься вообще в 2024 году для вас, мои любимые, потому что что? Потому что у нас сейчас идут как раз-таки кармические узлы, они находятся на оси Овен-Весы, да, и поэтому, мои дорогие весы, начинаем этот год с того, что мы думаем, куда мы идем, потому что в январе 2025 года кармические узлы поменяют знак, и у вас буквально весь год это идет экзамен. Ваш экзамен не перед Вселенной, а перед самими собой. Кто вы, куда вы идете в реализацию, в карьеру, ваша реализация в семейной жизни, в плане партнерства, да, то есть кто с вами партнер, то есть вы характеризуете партнера по себе, то есть кто есть вы, и партнер у вас должен быть под стать, да, естественно, есть такие помарочки, что у каждого в натальной карте прописан тот партнер, с которым ему будет максимально хорошо, да, но если рассматривать по Солнцу, у весов партнер должен быть прям под стать вам, да, поэтому, дорогие, чтобы он у вас был таким, вам необходимо самим быть вот такими звездочками, такими вот зажигалочками, такими вот яркими, да, такими вот теми самыми, какими вы хотите, чтобы партнер был рядом с вами, потому что вот эта вот энергия, вот исходящая из вас, притягивает к вам партнера. Поэтому, дорогие, думайте, понимайте, куда вы идете, начинайте этот год качественно, потому что всего лишь 1 годик остался для глобального прорыва. В следующем году уже кармические узлы будут пробегать совершенно по другим знакам, уже не будет столько очень много энергии у вас, весы, поэтому действуйте сейчас и понимайте, конечно, выпущу большое видео про буквально вот к новогоднему чтиву, да, гороскоп на весы на 24 год, поэтому, ребят, смотрите, а пока только про январь. Дорогие, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте их вот здесь. И, конечно же, в конце по классике актуальные ролики, которые вы можете сейчас посмотреть. Спасибо, что были здесь. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.